Всем привет, это Александр, и сегодня я вам расскажу и покажу, как можно легко и просто устанавливать испанский и не только приложения. Для того, чтобы нам начать, нам нужно разрешить доступ в телефоне, в настройках на установку приложений из других источников, кроме как Play Market. Для этого заходим в настройки, листаем вниз, находим безопасность. Нажимаем, и тут это уже все зависит от вашего устройства. Либо это сразу же будет ссылка на какое-то там, приложение, будет, либо дополнительные настройки. У меня это доп. Настройки. Заходим, и тут у вас должен быть пунктик «Установка приложений из внешних источников». И у вас должна быть галочка. У меня почему-то это проверка приложений из внешних источников. Это как доп. Безопасность. У вас, скорее всего, будет просто галочка «Установка приложений». Разрешаем. После того, как мы это все разрешили, заходим в браузер, у меня это Chrome, и пишем просто скачать, название приложения, APK, и потом страна, которая вам нужна. У меня это Испания, так как канал о Испании. Пишем. Во-первых, я вам советую все скачивать с сайта APK Pure. Вот он у нас третий, там точно нету вирусов, все хорошо. Никогда телефон не жаловался. Ни антивирус на телефоне стандартный, не купленный другой, не жаловался никогда. У APK Pure есть приложение и также сайт. Я вам сейчас все буду показывать, как делать все через сайт. Приложение намного удобнее. Так что я вам советую, если вы будете этим пользоваться, советую скачать все-таки приложение. После того, как нажали Download, чуть-чуть ниже, тут информация о файле. Нажимаем скачать APK. Тут он мне теперь предлагает скачивать через приложение, либо через Chrome. Я вам все показываю в браузере, поэтому выбираем Chrome. Он нас кидает на следующую ссылку, где уже пойдет скачивание самого файла. После того, как мы нажали скачать. Так, я вот что-то не понимаю. Началось скачивание? Извините. Да, скачивание вот началось. Так, это сейчас скорость разгоняется, не обращайте внимания. Так, я пока все оставлю. У меня уже есть установщики различные. У меня это приложение установлено, мне оно не нужно. Но я вам для примера покажу. После этого у вас скачивается вот такой файлик. Вы его спокойно открываете, не переживайте. У вас тут написано, что приложение можно установить, такое-то приложение. Вы нажимаете «Хорошо», «Установить». Дальше оно устанавливается просто как стандартное приложение. Дальше берем, находим это приложение, у меня оно вот тут. Нажимаем Burger King. Оно у вас открывается, вы регистрируетесь, ничего такого, оно работает как ваше стандартное приложение, никаких новшеств, ничего такого вы точно не заметите. И, например, какие приколюшки, какие фишки, почему вообще это нужно. Например, Burger King, если вы любите покушать фастфуд, например. Всякие различные купоны, без испанского приложения вы такого не найдете. Например, я вам просто покажу пример, какие купоны существуют в Burger King. Это стандартные купоны, которые выдаются каждому, кто зарегистрировался. И есть еще личные. То, что черным подсвечено, это личные, которые именно вам выдали. И также за корону можно все обменивать, все покупать, все смотреть. Различного вида привилегий и акций на Новый год были. Очень много различных вещей, штук в каждом приложении. Поэтому скачивайте, не стесняйтесь, пользуйтесь на здоровье. Все, на этом все. Всем спасибо, что послушали, посмотрели. Надеюсь, я вам помог. Подписывайтесь на канал. Буду стараться выкладывать видео как можно чаще. Особенно такие полезные и информативные. Всем пока.